Всем привет! Идея сегодняшнего видео такова. Я вам покажу новые распуски моих орхидей. У нас полдень. Выглянуло необыкновенное солнышко, долгожданное солнышко, которого мы давно-давно не видели. И вот у меня теперь есть уникальная возможность передать вам цветопередачу и красоту цветения новых распусков моих орхидеюшек. Так, ну что, показывать с тех цветоносов, которые доращивают свои цветы, и где мы вместе с вами можем увидеть разницу старого цветения и свежего распуска. Вот посмотрите, это орхидея Равелла. Немножко выцвел цветонос, долго цветущая, долго играющая история. Способность этой орхидеи доращивать свои цветоносики, она бесконечна, она велика, что, собственно, она и доказывает сегодняшним вот распуском. Один бутон на этом цветоносе, ну и вот этот цветонос, тоже там один бутончик совершенно новый. Так, давайте сейчас я вам покажу, как распускается орхидея. Ну, необыкновенная орхидея, вы уже видите, куда я устремила всевидящее око моего объектива видеокамеры. И вот я вам сейчас показываю цветение моей спасенки. Я не знала, как она будет цвести. Вместе, по-моему, вместе с вами на канале. Вот уже даже не могу точно вспомнить, вместе, не вместе. Да, вместе мы размещали в двойной горшочек, но потом со временем мне пришлось для этой орхидеи сделать дополнительные отверстия в стенках горшка, потому что корневая система как-то необоснованно стала плохо выглядеть после пересадки. Я поменяла систему содержания без извлечения орхидеи из горшочка, сделав отверстие в стенках горшка и поместив растение в полузакрытую систему посадки, где хорошо вентилируется корневая система с помощью вот этих дополнительных дырочек на стенках горшочка. Посмотрите, какая она нарядная. Когда цветет эта орхидея в том году, она после пересадки, я не знаю, не могу сказать, что она стрессовала, скорее она устремилась в саморазвитие. Она сама развивалась, она развивала корни, она развивала листья, у нее необыкновенная листва. Вот, смотрите, какие темные листочки у этой орхидеи. И вот так она у меня распустилась. У нее в этом году два боковых ответвление на основном осевом цветоносе, новый цветоносик. И это, я вам могу сказать, самое классное, объемное для этой орхидеи домашнее цветение. Необыкновенная вот эта бордовая серединка около колонки и очень красивая, крапчатая, призывчатая губка этой орхидеи. Вот видите, где-то есть дополнительные крапушки на верхних лепесточках, где-то они отсутствуют, но орхидея действительно очень-очень забавно, красиво выглядит. Вот смотрите, да? Так, каода. Каода распустилась. Про каоду, конечно, нужно снимать отдельное видео, потому что у нее такая очень нестандартная история развития самой листовой розетки. Там детка тоже на каоде развивается, развилась уже. И вот, собственно, вот этот цветоносик, вот видите, да, это цветонос. Сейчас я вам скажу, это цветонос детки, вот этот, а вот этот цветоносик материнского растения. Но я вам могу сказать, что покрытие цветоносов цветами у каоды немногочисленное. Вот. Орхидея необыкновенно, неповторимо пахнет ландышем. Вот вместе с розовым Буддой ароматы, которые источают эти две прелестницы, они просто неповторимы. Ароматы не конфликтуют, они наоборот дополняют друг друга, и получается какой-то необыкновенный французский парфюм. Очень-очень красиво. Будда цветет на два цветоноса. Один цветонос на Будде, вот у него тут были цветочки, вы видите, он их скинул, дорастил кончик цветоноса. Вот такой яркий, красивый, очень красиво смотрится, да?
Вот, пожалуйста, недавно вы видели обзор в магазине, я вам показывала на привозе именно бронзового Будду, золотой Будда, желтый Будда, как угодно его можно называть, но для меня он действительно какой-то золотой, бронзово-золотой, вот так скажу, потому что у него невероятный перламутровый оттенок, золотая вуаль на лепестках вот этого красавца. И вот второй цветоносик тоже немногочисленный, но, вы знаете, я вам могу сказать, для первого домашнего цветения Будда цветет просто незабываемо. Он находится в горшочке со старой посадкой D12, но в нижний уровень посадки я разместила кашпо, на дно которого устелила циафлору. Он пророс сквозь горшочки, стенки горшка, дно горшочка D12 и корнями врастает в циафлору. Вот такой, вот если соединить два цветоноса, вот он и вот он, конечно, это очень-очень красиво. Так, давайте дальше пройдем. В полном распуске у меня мой Рауль, да, в полном, там бутон вызревал, но что-то я его, что-то куда-то он у меня делся. Да никуда он не делся, вот он распустился. Тут на отросточке основного цветоноса вышел, вот видите, боковой росток, и на нем всего лишь один бутончик, но вот он свеженький распуск. Вот в этом году цветет Рауль одним цветоносом, вот второй цветонос у Рауля необыкновенный. Вообще орхидейка она очень охотлива к цветению. С удовольствием зацветает, долго держит цветы. И вот эта рыжая страна, рыжая история в варианте крапушек, красивых таких, очень веселых и забавных, это, конечно, тоже очень-очень необыкновенный сорт. Мне очень нравится. Вот в этом году у меня в полном распуске моя орхидея Мариола. На этой орхидее должно было быть сейчас скажу, раз, два, три цветочка больше. Вот сейчас у нее сохраняется 5 цветочков. Эта орхидея достаточно хорошо и долго держит цветы, созданные на себе, но не в этот раз. У меня 3 цветочка эта орхидея скинула. Почему? При поливе очередном орхидей, которые растут у меня на этом стеллаже, я забыла полить мою красавицу, эту Мариолочку. Она очень красивая, смотрите, какая классная. Я поначалу не могла понять, что происходит, почему распущенные бутоны буквально за 4-5 дней она сбрасывает. Вот здесь, видите, нет цветов. Распускает, держит несколько дней, убирает. За счет этих цветов раскрываются следующие бутоны. И когда я полезла туда, в глубину, она у меня вот там около стены растет. Думаю, почему такие поникшие листочки? И я поняла, что я просто-напросто забыла полить эту орхидею. Все поливаю, все всегда контролирую. А тут, видимо, вот эти новогодние праздники все-таки отложили свой отпечаток. Все побыстрее, побыстрее, все поскорее, поскорее. И вот так она была, немножко обделена моим вниманием. И, к сожалению, вот должно было быть 8 цветов. Ну, ладно. Сейчас сохраняет она прекрасно своих 5 цветочков. Слава Богу, что я поняла, в чем дело, и вовремя поправила. Полила орхидейку, потом через неделю еще подошла немножко, буквально по поверхности подлила водички. Делаю я это всегда. Кстати, когда пропускаю полив орхидеи определенный, я всегда поливаю орхидеи, потом, после длительного интервала между поливами, я их поливаю крайне аккуратно, бережно, постепенно. Вот, и в течение 7 дней у меня орхидейка получила дважды очень аккуратный бережный полив, и слава богу, вот сейчас у нее все стабильно. Листья поправились, корневая система воспряла, наполнилась, и цветочки, бутоны, которые были на цветоносе, они открылись. Ну, вот так бывает, иногда бывает, согласитесь, не только у меня. Когда много растений, стараешься все делать вовремя, каждую поцеловать, каждую похвалить, но иногда, знаете, и на старуху бывает прорух, как я скажу. Распускается моя красавица Сога Даймонд, это стандарт, это не бабочка, но цветение этой орхидеи, оно всегда сумасшедшее, каскадное. Вот еще один цветонос, вот только отцвела,
только отцвела по осени, она своими прекрасными цветами. Помните, какой был каскад шикарный? Два вот таких ниспадающих шикарных цветоноса. На каждом цветоносе больше 10 цветов было. Ну вот зимнее цветение у нее получается. Вот эта боковая почка распустилась из основного осевого старого цветоноса полугодичной давности. И вот, пожалуйста, новый цветоносик. Вот она, красотка. Только-только сегодня начала распуск первого бутона. Давайте все вот около этой полянки кручусь, верчусь, потому что уйти никуда не могу. Все меня здесь, притягивает своими новыми распусками. Сегодня такое ощущение, что я только по этому стеллажу и смогу пройтись. Потому что рассказать и показать очень много всего хочется. Посмотрите, какая необыкновенная история. Про эту орхидею я вам рассказывала. Я обожаю, когда она цветет. Цветопередача сейчас для вас 100%. Она вот начала раз, два, три. 3 цветочка только распустила. Еще на подходе 5 цветов. Эта орхидея очень красивая. Я всегда ее называю госпожой, которая собралась на бал, одев красивые бархатные наряды, имеющие белую оторочку. Посмотрите, какая красивая. Кстати, каждый раз цветение этой орхидеи все крупнее и крупнее. За счет чего? За счет того, что растение взрослеет. Эта орхидея, вон она, около стены стоит. Темновато, конечно, цветопередача, но зато вы видите 100% цветопередачу самих цветочков. Давайте чуть-чуть еще поярче сделаю. Вот она стоит, эта орхидея находится в системе посадки а-ля двойной горшок. Цветонос был выдан после подкормки, вот написано борная кислота 0,1.11. Цветонос на этой орхидее появился через пару недель после того, как я полила ее однократно борной кислотой 0,3 грамма на литр воды. Вот, полила достаточно щадяще, немножко. Вот цветоносик появился, и посмотрите, какая красавица. Ну, распустит уже все свои цветочки, вот они свои красивешные. Я, конечно, вам покажу полный распуск этой красоты. Она очень красивая, нарядная, ну, бархатная, изумительная красавица. А вот, посмотрите, это первое домашнее цветение после длительного перерыва. Орхидейка, в принципе, покупалась мной, знаете, вот это называется любовь с первого взгляда. Когда я увидела, как цветет эта орхидея, отцвела она на момент покупки 2 цветоносами, и название у этой орхидейки было выбито на горшочке. Я купила ее по недорогой цене, немногим больше 600 рублей. Представляете, цветение было пышное настолько, что я не смогла оставить эту орхидею в магазине, притащила домой. Это нежно-розовый оттенок, желтая губа, кружевные лепесточки. Посмотрите, какие они бархатно-рельефные. И название этой орхидеи, вот не зря дали именно это название, именно этой орхидеи, называется она «Глаза ангела». Вы посмотрите, какая красавица. Как будто вот такие лучики из центра исходят. Посмотрите. Вот я вам могу сказать, конечно, вот эта вот подборка, расположение растений, цветение, это все настолько восхитительно выглядит, когда орхидеи здесь стоят. Они не подобраны по каким-то определенным цветовым решениям. Когда вот такой полный хаос, но он восхитителен. Хаос тоже может быть восхитительным и удивительным. Поверьте мне, моя орхидея, конечно, это нечто. Ну все, ангел у меня, слава богу, цветет первым домашним цветением. Цветок, я вам могу сказать, процентов на 15 крупнее, нежели покупной. Именно цветок цветения. Ну что, давайте пробираться в гуще событий. Смотрите, распускается моя очередная каменная роза. У меня в этом году сейчас одновременно цветут все каменные розы. Вы знаете, я, конечно, помню свое обещание, когда я вам говорила о том, что при полном распуске всех моих
каменных роз, которые у меня растут в коллекции. Я вам соберу их все рядышком и покажу, как они восхитительно и красиво цветут. Но что-то, знаете, я немножко побаиваюсь это делать. Потому что доставать растения вот из их мест произрастания просто нереально. Посмотрите, какая необыкновенная красавица. Я вам могу сказать, что цветение каменных роз каждого цветочка, оно и индивидуально, и всегда неповторимо. Вот. Чем старее, чем взрослее каменная роза, тем больше на цветоносе цветов, и тем крупнее у нее цветочек. Ну и давайте обратимся вот туда. Распустилась моя красавица, вот только отцвела, вот про это я рассказываю. У меня на лоджии в спальне точно такая же орхидея. Я еще стала думать, неужели они одинаковые? Ну, знаете, что я вам могу сказать? Понятное дело, получается, что одну, например, я покупаю по уценке, я не знаю, как она будет цвести в домашних условиях, она начинает цвести именно так, как цветет моя давно одомашненная орхидея. Ну, вот такое повторение, но необыкновенно красивое. Я очень люблю в зимнем цветении вот такие оттенки орхидей. Ну-ка, давайте посмотрим. В полном распуске. В полном распуске. В полном распуске моя вот такая неземная красота. Это орхидея азиатский дракон. Вот там отросточек от основного цветоноса 2 цветка и новый цветонос. Вот. Крупный цветочек, цветение необыкновенное, действительно как вот что-то азиатское. Смотрите, какой, да? Я помню, меня просили показать цветение, когда он зацветет. Вот, пожалуйста, вот так он в этом году цветет. Система посадки у этой орхидейки закрытая. Развитие у него просто замечательное. Ну и вот так выглядит моя атмосферненькая полянка цветущих орхидей на среднем стеллаже. Вот, пожалуйста, в зимнем саду. Красавицы. Но королевишна выдает на гора в этом году. Ох, выдает. Посмотрите, какая. Я вам уже говорила, что это вот такое мощное, объемное цветение после омоложения спустя 3 года. Понимаете, 3 года для того, чтобы после омоложения привести в порядок орхидею, взрастить ее, нужно потратить немало времени. Без подсветки уже, конечно, темно, и поэтому я вам показываю с подсветкой. Совершенно другая цветопередача, да, особенно азиатского дракона. Совершенно не то пальто. Ну ладно, вот так. Это очень красиво, согласитесь. Особенно, когда, знаете, вот стеллаж, вот этот стеллаж, он настолько у меня выигрышно здесь разместился в зимнем саду. Я благодарна, конечно, супругу за то, что он отозвался на мою просьбу и сделал мне вот такой стеллаж с фиксирующими бортиками, где орхидеи не падают, понимаете, они очень хорошо. Вот казалось бы, вот королева уже давно бы навернулась у меня. У нее постоянно вот это уклон точки роста идет в бок, всегда такое происходит. И сама она всегда очень высокие цветоносы каскадные выпускает. Вот прям вот сюда, посмотрите, середина прохода, у нее цветонос вот здесь располагается. Посмотрите, какой. Вот. Конечно, она уже давно навернулась, если бы не вот этот вот фиксирующий бортик. Очень зачетная штучка. Кому вот понравится эта идея, возьмите на вооружение. Это очень круто. Бортики этим можно сделать из любых подручных материалов. Супруг у меня сделал из трубки нержавеющей система Джокер. 10 миллиметров, он мне сказал. И единственное, что я вам не показала на этой полочке, вот эту вы видели, я вам много ее показываю, часто показываю эту красоту ароматную. Но это вообще лакшери. Лакшери цветение, лакшери аромат. Вот. И у меня начинает распускаться yellow шоколад. Как он пахнет!
Вы знаете, это что-то чумовое, это необыкновенно необъяснимое ощущение, когда запускаешь, даже не надо туда нос запускать в этот цветок, у него настолько интенсивный аромат, что его можно ощущать, ну, и в полуметре от орхидеи. У нее боковой отросточек от старого цветоноса, новый цветоносик. Многого я не жду от этой орхидеи, потому что это первое домашнее цветение. Вторая у меня красавица тоже с цветоносиком стоит. Вот она тоже, Yellow шоколад. Вот посмотрите, вот эти вот травяного цвета листочки на этой орхидее. Многие мне писали, что Yellow шоколад все-таки имеет более плотный, более темный окрас листьев. Я с вами абсолютно соглашусь, но я вам рассказывала, что, девчонки, ну купила я его как Yellow шоколад. Мне его продавали в прайсе, по продаже он шел как Yellow шоколад. Цветение у него, посмотрите, действительно желтого шоколада. Так, ну вот сейчас подсветка дополнительная работает. Конечно, вы не видите всю цветопередачу, ту, которую необходимо. Он ярко-желтый, с вот такими рисками, прорисовкой черточек на себе. Очень хорошенький и ароматный, необыкновенно ароматный. Удивляет меня необыкновенно. Ну все, я сегодня прогулялась вот по средней полочке стеллажа. Уже на другие полки я не буду проходить, потому что иначе видео у меня будет бесконечно часовое. Просто бесконечно. Знаете, как вот час за часом я могу снимать и показывать вам распуски моих орхидей. Этих распусков очень много, потому что растений у меня очень много. У меня такое ощущение, что, наверное, цветение моих орхидей в таком количестве не закончится никогда. И мы вместе с вами будем иметь просто колоссальную, неповторимую возможность любоваться цветением моих орхидей круглогодично. Ну, я не знаю, это просто необыкновенное зрелище. Мощно, красиво, объемно и неповторимо. Вот такая история. Вот такой сегодня у меня был, я считаю, что все-таки удивительно восхитительный показ моих цветущих орхидеюшек. Желаю я вам богатырского здоровья, всего вам самого-самого наидобрейшего. Рада вас видеть у себя в гостях. До новых встреч. Всем пока-пока.